этом видео я продолжу исследовать индустриальные гиганты Бельгии и покажу вам коксохимический завод, который располагался в нескольких километрах от сталелитейного, который я показал в предыдущей серии. Этот гигант произвел на меня невероятное впечатление. Такого огромного и атмосферного объекта в моей коллекции заброшенных мест еще не было. Меня зовут Анатолий, я путешествую по миру в поисках удивительных заброшенных мест и желаю вам приятного просмотра. Пора вставать. Да, ночка была холодненькая. Не сказать, что я прям замерз, но чуть-чуть было прохладно. Зарядка, завтрак, горячий чай и дальше в бой. Пока готовился завтрак, я сделал зарядку, собрал за собой мусор, оставил одну баночку пива рабочим и отправился в путь к следующему заводу. По пути я заглянул в будку, откуда, как я предположил, управлялись светофоры и стрелки на железной дороге, а через 10 минут меня настиг дождь и пришлось спешно одевать защиту, но погода была ко мне благосклонна и в этот день. Моя сегодняшняя цель уже виднеется вдалеке. Как раз закончился дождь, можно будет провести разведку дроном и искать место залаза. Подняв дрон, я сразу же увидел человека, идущего в направлении завода. Мне показалось, что это была девушка, и я оказался прав. Позже мы с ней увидимся. Немного полетав над заводом, я понял, что площадки с техникой и офисами компании-подрядчика находятся далеко, а на территории самого завода никого замечено не было. Оно и неудивительно, 1 января все-таки. Разведка проведена, место залаза найдено, а также найдено несколько человек. Одна девушка, которая шла по той же дороге, по которой сейчас пойду я думаю, что это тоже туристка или какая-то урбоксерша. Так что буду не только исследовать завод и снимать атмосферные кадры, но и охотиться на туристов и, возможно, не только туристов с фоторужьем. О, кто-то заботливо проделал дырку. Красавцы. Ну и, кстати, я заметил с дрона, что рабочие машины там есть. Вот, поэтому, несмотря на то, что сегодня 1 января, все равно нужно быть, как всегда, осторожным. Мало ли, что им в голову взбредет охранникам или рабочим. Смотрите, что я обнаружил. Какой-то огромный бассейн, который похож даже на бункер какой-то. Там лестницы вниз ведут, но там внизу все затоплено. Блин, на листьях фокусируется. Ладно, сейчас с другой стороны покажу. Вот, смотрите. Мне нужно где-то спрятать рюкзак. Я думаю, неплохой вариант спрятать за вот этой грудой металла. Уже на подходе я начал получать визуальный и моральный оргазм. Виды этого гиганта вкупе с мрачной погодой перемещали меня в вымышленный мир сталкера, будто я приближаюсь к самому сердцу зоны, к чему-то запретному. И этот трепет нарастал с каждым шагом. Не знаю, получится ли, но хотелось бы подняться на крышу. Буду смотреть по обстоятельствам. По пути мне попалось несколько зданий в максимально плачевном состоянии. Под ногами родненькие ешечки валяются. Какая цель была этого здания, к сожалению, непонятно. Но нужно держать в голове, что это был большой завод. Какой именно,
Я, видимо, вам уже рассказал в начале ролика, потому что я поехал сюда спонтанно, я не успел подготовиться в плане информации. Если в случае первого завода я знал, что это сталелитейный, то в этом случае я не уверен. Этот завод, как и предыдущий, тоже разбирают. Видимо, весьма активно. Но его еще не в процентном соотношении не так сильно разобрали, как вчерашний. Так что я надеюсь увидеть что-то интересное. А там вот слева у нас находятся рабочие здания, машины, техника. Поэтому мне нужно будет сейчас обходить завод справа и искать там варианты попадания внутрь. Как же все-таки это выглядит, бляха-муха, эпично. Не знаю, как у вас, ребята, у меня вот такие индустриальные гиганты, они просто меня завораживают, у меня прям аж мурашки по коже. Так, тут же мной были обнаружены некие бассейны. Так, это все хорошо, только мне нужно найти проход вот туда вот вниз. Я его пока не вижу. Так. Есть лестница, но я не нашел к ней прохода. Здесь спуска я не вижу, блин. Кажись, нашел. Нужная мне лестница спряталась в кустах. По камням, навстречу атмосферным кадрам. Главное не подскользнуться здесь. Есть спуск. Вроде бы пока чисто. Пролетая на дроне, я заметил поросшую мхом и растениями крышу. Когда природа начинает поглощать объект, это всегда выглядит чертовски красиво и атмосферно. Так что одной из моих сегодняшних целей стало посещение этой крыши. Охренеть. Это, черт возьми, эпично. Хотите верьте, хотите нет. Я не знаю, как у вас через экран. Но вот у меня в данный момент по всему телу мурашки. Мурашки от охрененности того, что я вижу. Первым на моем пути это здание с надписью Pompous Mills. Давайте зайдем, посмотрим, что ж там за Помпес такой. О, тут запах такой характерный, маслянисто-бензиновый. Помпес, может быть, это помпы? В переводе с французского. Я напомню, в Бельгии в основном на французском говорят. Вот такие вот штуковины на полу валяются. Ну, там дальше, в принципе, пусто. Что у нас тут? Здоровенные такие двери. Возможно, сюда грузовик подъезжал. И какие-то механизмы. Фрассер, что? Половина надписи не видно уже. Вот здесь надпись лучше видно. Пенсильвания Hammer Mill. Hammer — это у нас молоток, молот. Built by Fraser
Chalmers Ink Works England. Угу, интересно. Вот это же помещение с другой стороны. Я хочу быть последовательным и посмотреть сначала вот это здание, потом вот это длинное и потом уже вот то высокое. Я нашел спуск вниз в это здание. Здесь какая-то лента транспортировочная. Я попробую чуть-чуть попозже посмотреть в интернете, не отходя, как говорится, от завода, что он делал. Но мне кажется, это тоже что-то связано со сталью, может быть, с углем. Что-то вот такое вот. Наверное, когда-то настанет тот момент, когда у меня будет больше свободного времени, когда YouTube будет приносить достаточно денег, и я смогу перед каждым видео готовить сценарий, искать информацию про объекты, и не будет такого тупника. Опа! Смотрите, а это как раз, по-моему, уголь. Да. Вот и ответ нашелся сам по себе. То есть, возможно, не только уголь, но мы, по крайней мере, понимаем, что с углем здесь дело точно имели. Очень много вот таких вот деталек валяется. Я думаю, что мы еще сегодня их много таких увидим. Емкость какая-то. Причем пластиковая. Интересно. Да, вот видите, тут затоплено. Я вернулся к печкам, которые я вам показывал. Я сразу не обратил внимания, на них тоже довольно много угля. Здесь есть емкости, я так понимаю, куда закидывали уголь. Сверху, что за звуки, ветер, бляха-муха. Сверху тоже лежит довольно много угля. То есть это какие-то угольные печи. И я посмотрел сейчас в интернете, я быстро не смог найти полноценную историю завода, но хотя бы сделал примерный вывод, что завод занимался обжигом каменного угля, то есть для последующего использования в промышленности. То есть я думаю, что этот завод был связан с тем, который я посетил вчера. Мои беглые поиски в интернете оказались верными. Это был коксохимический завод, который был частью большой империи Кокорева, про которую я рассказывал в предыдущем видео. Все три завода, которые были расположены вдоль реки, были объединены в единую экосистему. Кокс, который делали здесь, отправлялся прямиком на сталелитейный завод, расположенный в паре километров отсюда, а также на еще один чуть выше по реке. Земля, на которой сегодня расположен коксохимический завод, была приобретена компанией Кокорил в 1882 году. На ней стояли различные поколения заводов, однако именно этот завод был построен в 1957 году, после того, как компания Кокорила поглотила предыдущего владельца. Насколько я понял из перевода французских статей, одна из угольных шахт находилась прямо на территории завода, но она давно закрыта и вход в нее полностью заблокирован. В 2002 году здесь произошел взрыв. Погибло 3 человека и еще 26 получили ранения. Тем не менее, в 2010 году количество работников увеличилось со 139 до 185, но уже через год остановили последнюю доменную печь в регионе, а летом 2014 года завод полностью остановился. Действующего владельца ArcelorMittal обвинили в махинациях с бухгалтерскими отчетами и искусственном закрытии завода. Были митинги работников, арест части руководящего состава, а также на компанию подали в суд, обвинив в загрязнении почвы. Суд первой инстанции назначил штраф 4,5 миллиона евро. Приговор обжаловали, а позже, как это часто бывает,
замяли по-тихому. ArcelorMittal должна была полностью снести завод за 18 месяцев и позже приступить к очистке почвы. На это должны были потратить 60 миллионов евро, и все работы должны были закончиться не позднее 2020 года. По проекту на этом месте должны построить новый жилищный комплекс, но как мы видим, на дворе 24 год, а ВОЗ и ныне там, что для меня, как для сталкера, однозначно плюс. Друзья, смотрите, это что такое? Интересно и очень необычно выглядит. Первый раз вижу такие штуки. Они из камня, то ли цельного, то ли прессованного, не совсем понятно. Ну, блин, выглядит очень необычно. Кто знает, что это такое? На краю территории, судя по всему, были некие склады, ГСМ, возможно, для транспорта. Это похоже на какое-то офисное помещение. Заглянув внутрь, я понял, что там абсолютно пусто. Интересная штуковина с баллонами. Air Стеков азот. Видимо, это был жидкий азот. Наверное, для охлаждения чего-то. Ну что, окраины глянул. Теперь направляюсь к самому жирному. Захожу в этот огромный длинный цех. Сходу какие-то диковинные аппараты встречают меня. И здесь когда-то, видимо, кто-то наивно попытался заделать вход этой дверью, но сталкеров такие мелочи не останавливают. Оп. А тут много всего. Есть что порассматривать. Очень много палетов с мешками, то ли с цементом, то ли с чем-то другим. Керамик. Это, видимо, керамический клей или что-то типа того. Бетоник. А вот это бетон, да. Вот это на самом деле очень прикольная картина, потому что кто-то поставлял в ведрах бетон и потом его оттуда доставал. То есть у меня две версии. То есть либо это делалось специально для каких-то целей, именно вот такие куски бетона, как ведро, либо просто кто-то позабывал, а потом кому-то, видимо, нечего было делать, и он снимал ведра. Если поделитесь вашими версиями, буду рад. Я просто, возможно, не в курсе некого технологического процесса. Возможно, действительно это специально для чего-то нужно было именно вот так делать.
Смотрите, сколько здесь этих заготовок. Ну, вы знаете, учитывая количество, мне кажется, что все-таки это специально делалось для чего-то. Тут, видимо, диспетчерская находилась. Или что-то вроде того. Очень твердый картон, почти как пластик. Батареи какие-то, каких-то типа дрелей, шуруповертов, наверное, типа того. Так, что у нас тут? Тут у нас тоже смотрите, друзья, эта лента, которую мы видели в соседнем здании, она либо здесь заканчивается, либо она отсюда начиналась. Что такое кокс, а точнее коксовый уголь, зачем он нужен и как работал коксовый завод? Мне было интересно это понять, но тема эта очень глубокая, поэтому я постараюсь рассказать вам кратко и своими словами. А вы, если что, поправите меня в комментариях. Производство кокса началось еще в 18 веке, когда понадобилось заменить дефицитный древесный уголь, который в то время использовался в доменных печах. Как я говорил в предыдущей серии про сталелитейный завод, для работы доменной печи ей нужно топливо, и этим топливом является коксовый уголь. В его производстве есть 4 стадии. Первая — это подготовка так называемой шихты. Это по сути фарш из разных типов угля, специально подготовленный и очищенный от примесей для засыпания непосредственно в печь. Второй этап — это само коксование. Этот угольный фарш, шихту, засыпают в печи. Там масса запекается при температуре 1000 градусов и затем прессами выталкивается в специальные вагоны. Эту массу называют угольный пирог. И дальше я покажу вам место, где ездил этот специальный состав, паровоз, который перевозил это, и непосредственно коксовые печи вблизи. Затем коксовый пирог нужно остудить. Иногда это делают при помощи воды, и в том числе это, а не только логистика, объясняет расположение завода у реки. Хотя с экологической точки зрения это считается плохим решением. На оставшихся этапах производится дальнейшая обработка и очистка, чтобы получить финальный продукт. Мне надо найти вход вот в эту махину. Так, какая-то щитовая или комната управления. Вот это интересное место я нашел. Честно говоря, не ожидал увидеть здесь столько, пусть и раскуроченного, но все-таки оборудования. Сто процентов это была комната управления всем заводом. Слишком много здесь всего. Аккумуляторы, я так понимаю. Да. Аккумчики. И ведь на самом деле не так уж и много лет прошло с того момента, как завод забросили. Выглядит он, конечно, так себе. Но эпично, согласитесь. Вот в соседней комнате, в принципе, то же самое.
Возможно, я нашел проход на верхние этажи. А может и нет. Походу нет. Блин, здесь лабиринты, конечно, просто жестокие. Жесточайшие. Передвигаясь из одного цеха этого монструозного гиганта в другой, я совсем забыл, что на заводе я не один, и где-то ходит одинокая девушка. Я вышел с другой стороны этого длинного цеха. Он, кстати, еще продолжается дальше. Вот. Тут какие-то топливные емкости. И справа еще какая-то интересная штука. Первый раз вообще такое вижу. Вид, конечно, мега эпичный. Еще прикольно, что несмотря на то, что сегодня 1 января, зелень, трава, деревья еще имеют зеленые листья. И такая получается смесь зимней, мрачной, холодной атмосферы и немножечко зеленого лета. Очередное помещение с каким-то интересным устройством. С другой стороны, оно также выглядит. Интересно. Друзья, есть догадки, что это может быть? Мне кажется, там внутри какой-то мотор. Еще одно какое-то здоровенное здание. Пипец, я не знаю, сколько надо времени, чтобы здесь все обойти. Он огромен просто. Судя по надписям перед дверью, здесь что-то было связано с газом. Была опасность отравления газом. Фирма Carl Steel, Recklinghausen in Westfalen. Я стою, табличку снимаю, блин, и испугался. Я думал, кто-то зашел, короче, это вот. Спиной, когда стоишь, звук реально как будто бы кто-то заходит. Тут вот две большие ванные какие-то. И много-много-много всего уходит наверх. Неведомого мне. К сожалению или к счастью, не знаю. Я вышел на еще одну улицу, уже 4-ю по счету. Он очень огромен, этот завод. Вот. Но благо у меня сегодня целый день есть на то, чтобы его снять. Так что, в принципе, я никуда не спешу. Темнеет в 5 вечера, часа 3 еще есть в запасе. Так что погнали дальше. Я забрел довольно далеко. Я помню по разведке с дрона, что там дальше уже были рабочие здания, техника. Там, кажется, вон висят уже камеры. Сейчас, секунду, сейчас покажу. Вон. Так что я, наверное, буду сворачивать налево и идти обратно. Туда мне, в принципе, нет смысла идти. Наслаждаясь атмосферой завода, я ловил себя на нескольких мыслях.
Во-первых, я понимал, что это в 1000 раз лучше, чем валяться 1 января с похмельем. И во-вторых, что же за долбанутая в хорошем смысле девушка, так же как и я, 1 января исследует завод, и вселенная как будто услышала мои мысли, и я наконец-то ее встретил. Вот. Я нашел какую-то лестницу, а девчонка, которую вы только что видели, я ее вначале с дрона снял, вы бы видели, как она испугалась. Она выходит из-за поворота, я стою, смотрю на нее. Жалко, я этого не снял. Она реально обосралась. Блин, что-то я не вижу здесь особо подъема наверх. Сейчас поищу. Какой-то кабинет. Или не кабинет. Можно мастерская какая-то. Пожарный шланг. Это что за херня, непонятно. Ну вот немножечко деталей осталось. Не все забрали. Даже не все потырили. Надо же. Еще одна какая-то масштабная щитовая. Тут прям очень много, смотрите, щитков. Я, очевидно, на правильном пути. Вижу лестницу на следующий этаж. Да. Сейчас проверю, что здесь. Прикольно, смотрите, сейчас надо как-то дверь открыть. Блин, она закрыта. Тут получается, выше идет вот такой вот мост с железной дорогой. Так, как же сюда попасть? Надо будет поискать выход. А вместо того, чтобы дальше подниматься по лестнице и дойти до крыши, я нашел еще какое-то помещение интересное, очень длинное. Я нашел выход. Ух ты! Класс! Это выглядит очень атмосферно. Там в конце, походу, какой-то паровозик стоит. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мне таки не показалось. Это паровозик, причем какой-то такой очень необычный. Специализированный, видимо. Прикольно, в нем уже трава поросла. Ну и тут же рядышком колесная пара стоит, видимо, от такого же. Черт возьми, как же это охренительно выглядит. Не зря я прошел чуть дальше и нашел проход сюда.
Мне кажется, тут получится хорошая фоточка. Да. Знаете, еще напрашивается прямо на этой крыше сделать какую-то съемку какого-то любительского сталкерского сериала и здесь привал сделать на фоне вот этого громадины. Думаю, было бы эпично. Спасибо, погода, что без дождей эти дни дала возможность такую красоту снять. Вот оно. И там, кажется, есть вход. В этом здании, оказывается, был пожар. Смотрите. Сгоревшие балки. Только вот где лестница? Вопрос хороший. Туалеты. Автомат какой-то. Бляха-муха, где лестница? Друзья, я не знаю, в чем проблема. Я все обошел уже, но я лестницу не могу найти наверх. Там была одна дверь, которая запилена. Возможно, то была лестница. Хрен его знает. Друзья, признаюсь, весь завод не обошел. Просто немножко замахался. Но я надеюсь, что самое интересное я вам сумел показать, и вы кайфанули от этой атмосферы. Это всего лишь второй из 5 подобных заброшенных индустриальных гигантов в Бельгии. В этот уикенд, в эти выходные у меня физически не хватило времени снять все, потому что 2 из 5 заводов находятся в другом городе, а 3-й завод находится здесь неподалеку, но уже вечереет, мне нужно возвращаться завтра на работу. Давайте договоримся так. Если вам нравится индустриальный туризм, если эти видео соберут хороший отклик от вас, я выберу как-нибудь выходные и поеду сниму продолжение этой рубрики про бельгийские индустриальные гиганты. Так что, ребят, лайки, комментарии, скидывайте видео друзьям. Давайте, чем будет выше ваша реакция, чем лучше она будет, тем больше у меня будет мотивации потратить свои выходные на то, чтобы поехать и снять для вас продолжение. Благодарю всех, кто посмотрел этот мини-выпуск из 2 серий. Друзья, увидимся уже в Португалии. Дальше будет Португалия. Все, пока-пока.